Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Иная реальность». И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А я так рада видеть вас снова. Мы вернулись из поездки. Наш магический тур состоялся. Мы ездили в Турцию и проводили там множество практик на местах силы. Сегодня я вышла в эфир для того, чтобы настроиться на поток, сделать балансировку энергии, потому что потоки Турции совсем другие. Мы здесь перестраиваемся заново, настраиваемся на свой собственный канал. Для вас, для всех это будет интересно, потому что сейчас вы увидите, как можно настроиться на свой собственный поток. Для того, чтобы открыть свой собственный поток, поднимите вашу точку сборки повыше, выйдите в седьмой центр. Мы сегодня посмотрим, что идет нам из потока. У девочек в Турции открывались сверхспособности, они впервые испытывали особые состояния, которые еще предстоит нам выводить на сознание в том плане, что это обозначает для каждого в частности. Потому что особые состояния на местах силы – это, с одной стороны, явление типичное, с другой стороны, когда это происходит лично с тобой, это всегда как-то волнительно, неожиданно, и с этим нужно потом как-то жить. Сегодня мы делаем балансировку энергии, считывание потока, который идет непосредственно к нам. Я предлагаю всем зрителям, кто видит меня сейчас, непосредственно в прямом эфире, и тем, кто будет смотреть в записи, попробовать настроиться на свой собственный поток. Я впервые предлагаю вам сделать это вместе со мной. Откройтесь, расправьте ваши энергетические центры, выйдите в седьмой, коронную чакру, и мы поработаем. Для того, чтобы сейчас сделать балансировку энергии, вы должны настроиться на свой собственный поток. И вы сейчас почувствуете, насколько вы готовы принимать информацию. И самое главное, распаковывать ее корректно. То есть принимаем информацию мы все, в принципе. Все люди принимают информацию. Наше тело вообще создано как антенна, такая умная антенна. Но вот научиться распаковывать эти знаки, осознавать, что именно высшие силы, что пространство посылает, да, мы сегодня будем пробовать и учиться. Поток уже открыт. Осознавайте, что вы ощущаете в данный момент, и можете писать в чате. Как вы ощущаете поток сегодня? И учтите, что каждый раз он может быть разный. Самое главное настроиться и очень тонко чувствовать малейшие изменения потока. Как вы ощущаете поток сегодня? Вот такие сегодня энергии. Беркана и Альгиз, мои любимые руны, женщины-жрецы, женский поток, материнский поток. Вы уже многие знаете о том, что у нас группа Беркана, группа путешественников, группа практиков. И каждый раз я с большой любовью говорю об этом. Не перестаю восхищаться всеми вами, кто работает вместе со мной, плечом к плечу на местах силы, кто открывает в себе жречество. Сегодня поток благоволит для женского аспекта, для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя жрецом, целителем, раскрыла в себе новый потенциал, осознала свою миссию. Женский аспект, конечно же, есть и у мужчин, поэтому мужчины могут открывать в себе женский аспект. Это аспект восприятия, чувствование себя, доверие себе, своей интуиции. Она у мужчин тоже есть, очень развита.
Также повышаем точку сборки, раскрываем в себе архетип жреца. Вижу, вы уже начали писать, что вы чувствуете. Елена пишет: я ощущаю, что поток входит в голову, он мощный, но я не могу его расшифровать. Да, старайтесь сразу не расшифровывать поток. Попробуйте просто его ощущать, потому что сразу осознавать поток в моменте, здесь и сейчас, у вас это будет получаться не сразу. Но пытайтесь сейчас хотя бы улавливать, что это за поток, какого характера, какие потоки вы чувствуете, как вы их осознаете. Сейчас я буду их расшифровывать, эти потоки, и вы сможете сделать такую, ну, как бы библиотеку свою создать, что этот поток обозначает то-то, то-то, да, то есть вы его ощущаете, я его расшифровываю, декодирую. У вас появляется библиотека. Такая внутренняя библиотека внутреннего опыта. Это называется мистический опыт. Мы сегодня просто-напросто попытаемся повыше поднять точку сборки, расширить свой канал. Мы все приехали такие заряженные, конечно же, новыми инсайдами. Сегодня у нас состоится конференция вечером, где мы с девочками, которые путешествовали, поделимся с теми, кто остался дома и поддерживал нас всеми силами своей души. Поделимся с вами нашими осознаниями. Присоединиться может любой желающий. Для этого спешитесь со мной, и я вам дам ссылочку на конференцию. Конференция безоплатная. Вы можете побыть в кругу друзей, близких по духу людей. Это всегда очень полезно, ощутить, что вы не одни такие в этом большом мире. Очень многим сейчас нужна поддержка, и, конечно же, участие в таких конференциях раскрывает нас с новой стороны, наши новые грани. Ну вот сразу пошли руны раскрытия нашего потенциала. Итак, Юлия пишет: тепло начинается от макушки, идет по затылку и расплывается по спине. Да, это теплый поток. Сегодня он действительно теплый. Посмотрите, какой у нас дагас здесь, руна солнца, рассвета, да. И в то же время это ласковая очень энергия, такая, знаете, не обжигающая, очень приятный поток. Да, мурашки. Что такое мурашки? Мурашки – это когда наши рецепторы, именно рецепторы, сейчас подберу слово, нервные окончания тела улавливают огненные потоки. Вот это выходит на тело как мурашки. То есть это естественный ток энергии, он струится по каналам. Так, Диана пишет: вижу его белым, выходящим из небольшой горы. Угу. Да, гора – это символ вашей 7-й чакры. И, конечно, белый поток – это как раз поток 7-й чакры. Он всегда либо белый, либо серебристый, иногда с такими переливами. То есть это поток 7-го центра. Гора – символ 7-й чакры. Также гора – символ всегда повышения точки сборки вашего сознания. Юлия пишет: очень приятное ощущение. Ну вот видите, мы уже начали улавливать потоки. Пишите, девочки, что вы чувствуете, потому что дальше поток будет раскрываться. Это только первое вступление, мы только сейчас начинаем его ощущать, сейчас будем осознавать и пропускать. Поток сбалансированный, гармоничный к нам идет. Как раз вот я назвала свое видео «Балансировка энергии». Здесь Ера. Это баланс мужского и женского аспекта. Сколько отдаем, столько и получаем. То есть прекрасный крест стихий, шикарное взаимодействие друг с другом, очень нежное состояние души. В этом потоке вы можете исцелять свое физическое тело. Вы можете, именно здесь аспект гармонизации и наполнения. Наверняка после этого эфира вы почувствуете прилив сил,
баланс энергии, душевное равновесие. Поэтому вы можете использовать этот эфир как целительный, просматривая его несколько раз. Елена пишет, голова как будто расширяется, поток позитивный. Да, расширение, наполнение, именно потому что женская идет энергия и раскрытие вашего потенциала. Давайте посмотрим глубже. В чем ресурс этого потока для нас? Итак, каждый день высшие силы, сила рода посылают вам целительную энергию. Вы можете всегда находиться в состоянии принятия, декодировки и отдачи. Это функция любого жреца. Итак, смотрим ресурс потока. Королева жезлов. Смотрите, какой шикарный поток огненной энергии. И в то же время, да, это королева, это женский поток. Принцесса чаш. Приятно, приятные, хорошие энергии. Верховная жрица. Смотрите, какие сегодня к нам идут энергии. Десятка чаш, друзья. Замечательный, замечательный, целебный, чудесный поток. Поток гармонизации, наполнения, ощущения себя счастливым, в гармонии, балансе с собой и окружающим миром. Для тех, кто чувствует поток, это очень залипательная энергия, сразу хочу сказать, потому что в ней хочется постоянно быть и постоянно находиться. Вот. Поэтому сейчас у вас может произойти состояние такого легкого транса и погружения. Здесь у нас пошли чаши, водные энергии. Поэтому хочу, чтобы вы видели карты. Это видео для практиков, для тех, кто хочет научиться чувствовать потоки, расшифровывать эти потоки, декодировать эти потоки. Для тех это видео будет изумительно полезным, потому что я передаю свой невербальный опыт, свой мистический опыт сейчас вам. Передаю от сердца к сердцу в прямом эфире для того, чтобы вы, так же как и я, чувствовали себя наполненными всегда, исцеленными всегда, всегда в гармонии, равновесии. Так, Диана пишет, да, хотелось полежать, может даже поспать. Да, хороший, потому что замечательный поток, который очень сбалансирован. Его хочется осознавать и ощущать, и в нем хочется просто быть. Это не чистящие энергии, которые мы дозированно принимаем, это наполняющие целебные энергии. Я их сейчас просто провожу на физический план. А от вас зависит, насколько вы готовы их принимать. Просто раскройтесь, расслабьтесь и получайте этот поток прямо сейчас. Что нам необходимо осознавать в этот момент? Давайте выводим на сознание. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий к этому видео. Потому что баланс, прежде всего баланс. Для того, чтобы что-то получать, нужно что-то отдавать. Это закон, это кармическая справедливость. Итак, что нам необходимо осознавать прямо сейчас? Ну вот она, кармическая справедливость. Видите, как я считываю информацию. Информация такая. Некоторые из вас не могут принимать эти потоки в полной мере. Видите, туз чаш перевернутый об этом говорит. По причине того, что есть еще травмы, есть какие-то несбалансированные моменты. То есть когда не исцелены какие-то травмы, особенно детские травмы,
Здесь очень эмоциональная карта, вот шестерочка чаш, она всегда говорит о балансе эмоций, о умении дарить эмоции другим людям и принимать эмоции от других людей. Здесь есть некоторая закрытость, зажатость у некоторых из вас, еще не исцелено эмоциональное тело, астральное тело души. Что вам рекомендуется? Трансформируйте прямо сейчас все ваши травмы, все, что вы чувствуете и выводите на сознание, как несоответствие. Как несоответствие, ну, вашей мечте, да, тому миру, идеальному миру, миру идей, в который вы хотели бы в конечном счете войти, прийти, и в котором вам хотелось бы находиться и жить постоянно. По кармической справедливости мы выходим в баланс, в состояние надмирное. Смотрите, знаете, на вещи глобально. Здесь идет такая информация. Если все же вас кто-то обижал, если все-таки вы страдали, и это действительно с вами было, и это не иллюзии вашего ума, все бывает в жизни, посмотрите на это с более высокой точки зрения. По 13-му аркану смерть у вас сейчас есть возможность трансформировать эти эмоции в ресурс, в то, что будет двигать вас. Вот сколько я работаю с людьми, столько я замечаю, что души с большим потенциалом, с высоким предназначением, с миссией высокой, проходят через очень болезненный эмоциональный опыт. Им дают такие инъекции, эмоциональные инъекции скорби, обиды, печали, какие-то инъекции горя, инъекции, связанные, знаете, с понижением своей самооценки, с какими-то еще моментами, очень болезненные есть такие, знаете, инъекции. Они сделаны специально для того, чтобы укрепить вашу психику, потому что для целителя, жреца, учителя, кем бы вы ни являлись, хранители, может быть, вы, в любом случае у вас должна быть очень устойчивая нервная система. Вы должны быть очень устойчивы к всевозможным изменениям окружающей среды. Если вы работаете с людьми, к вам люди приходят с их болями, да, с их какими-то проблемами. Кто идет к целителям, кто идет к духовным наставникам, да? Люди с проблемами, люди не просто с проблемами, а люди истощенные, потому что они уже пытались сами решить, долго пытались сами решить этот вопрос и не смогли. И тогда они обращаются к кому? К наставнику, к целителю, к учителю. Этот человек, он должен быть очень психологически устойчивым. Он должен стать опорой для того, кто к нему пришел. Понимаете? И здесь вот очень важно контроль. Контроль чувств, контроль эмоций. Иногда коучи, учителя, тренеры, целители выглядят очень отстраненными, эмоционально невосприимчивыми, потому что им нельзя погружаться в боли своих пациентов, да, и только так они могут помочь. Поэтому помогите сначала сами себе, попробуйте подняться над вашим страхом, над вашей болью. Попробуйте посмотреть на это с надмирной точки зрения, с точки зрения, ну, что это в масштабах мировой революции, да, как шутил кто-то в одном из фильмов. То есть по сравнению с глобальными масштабами это песчинка, это соринка, это не стоит того. Зато эта маленькая инъекция может сделать вас великим, великим человеком, раскрывшим в себе творческий потенциал. Поблагодарите Вселенную за то, что в маленьких гомеопатических таких дозах вы познаете скорби этого мира. Это вам необходимо для того, чтобы потом помогать другим людям. Поблагодарите за это Вселенную, потому что именно этот опыт делает вас людьми. Многие из вас пришли сюда из разных миров, из разных даже планет, систем и так далее. Вы об этом не знаете, вы об этом не помните, но некоторые из вас не вполне люди, не вполне земляне и не вполне человеки. И для того, чтобы взаимодействовать с людьми,
вам нужны эти инъекции. Для того, чтобы вы чувствовали людей, их боли, страдания, вы должны пройти путь каждого из них в маленьких каких-то гомеопатических дозах. Это ваша библиотека, это ваш смысл, да? Это ваша как бы прививка. Вот воспринимайте это именно так. Почувствуйте поток, целительный поток энергии, который сейчас идет к вам. И опишите мне, пожалуйста, в чате, что вы чувствуете. Приветствую вас, мои дорогие друзья, Борис, Дмитрий, Виктория. Рада вам. Опишите поток, который идет сейчас, как вы его чувствуете, как вы его пропускаете, возможно, декодируете для себя. Давайте пополним нашу библиотеку этими расшифровками, этой декодировкой. Это очень важно сейчас для нас. Так. Виктория, добрый день. Да, с верным воскресеньем, да, с верным воскресеньем всех. С праздником, да, дорогие друзья. Для меня каждый день он особенный, для меня каждый день он праздничный. Что касается эгрегориальных праздников, то есть те, которые дают нам именно системы, эгрегориальные системы, я всегда их уважаю, все эгрегоры хороши, но я не принадлежу ни к одному из эгрегоров, контролирующих эгрегоров, и сейчас в данный момент я работаю в свободном потоке. У меня есть такая возможность, и я хочу вам сказать, что вы тоже можете сделать свой квантовый скачок и со временем выйти на уровень внеэгрегориального развития. Для каждого это будет свой день, свой момент, но в данном случае я хочу сказать, что в любом случае контроль эгрегоров очень важен для планеты Земля, потому что большинство людей нуждаются в определенных рамках, системах ограничения. И действительно, контроль эгрегоров играет для них колоссальную роль. Особенно это важно для душ, которые очень молодые, они не знают законов этого мира, и они не знают, как правильно себя вести в этом мире. В таком случае через эгрегоры они проходят большой и очень многослойный этап обучения и посвящения. Поэтому я благодарю каждого из вас, кто сейчас проходит свой путь в любом виде, эгрегориальный или внеэгрегориальный, за то, что вы со мной, за то, что вы мне доверяете, за то, что вы меня смотрите. Так, читаю ваши сообщения. Вижу, что вы участвуете в потоке, передаете каждый как может этот поток, и я вам благодарна. Сейчас мы посмотрим, над чем нам надо работать с вами в первую очередь, потому что самое время вывести на сознание. Так, Борис пишет, подключен Гайя, ноги как будто проросли в центр Земли, энергия поднимается через голени, включает колени, бедра, зажигает Муладхару, доходит до сердца, оборачивается вокруг сердца и с выходом Гайи. Очень красиво. Благодарю, Борис. Очень такое петля, да, то есть вы описали петлю, которая действительно балансирует наше взаимодействие с сознанием планеты Земля на уровне сердечной чакры, на уровне ментального тела человека. Это очень хорошо. Так, Диана пишет, благодарю за декодирование. Мы пропускаем поток. Моя задача сегодня пропускать поток и дать вам возможность сейчас в кристалле группы почувствовать этот поток. Если вам хочется глубже осознать себя, я вас, конечно, всех приглашаю работать с нами в группе практиков. Группа практиков называется Беркана. Пишите мне в личку. Мы будем с вами работать, путешествовать по местам силы, раскрывать себя, познавать себя. Так, смотрим, над чем у нас с вами должна быть в первую очередь работа. Ну, вот видите, идет процесс обучения. Карта учеба. Воспринимать любой опыт как созидательный процесс обучения. Вот это самое важное. Видите, прямо сейчас в нас вкладывают колоссальную библиотеку, но не все из вас это осознают.
таких интересных сейчас масштабах. Смотрите, какой дар искренности. Я всегда говорю, что без доверия невозможно исцеление. И в данный момент, если вы окажете мне доверие друг другу, сплотитесь, пошлете друг другу свет и любовь, пошлете свет и любовь нашей планете, поблагодарите наших наставников, то все возможно. Все возможно, исцеление может свершиться прямо сейчас. Ну, вышла у нас ловушка. Ловушка отречения от отношений. Это, знаете, такой самосаботаж, который основан на страхах. Да? Для того, чтобы, ведь, понимаете, для того, чтобы доверять, ты не должен бояться. Да? То есть страх и доверие несовместимы между собой. Но откуда берутся страхи? Страхи берутся у нас очень часто из прошлых еще жизней, из прошлых воплощений. Вот сколько я сканирую вас, я наблюдаю, что те страхи, которые даже инициированы в этом воплощении, они на самом деле тянутся из прошлого, имеют очень глубокие корни. Поэтому бороться со страхом бесполезно, его необходимо осознавать и исцелить одно из тел человека. Страх может быть на физическом теле, на астральном эмоциональном теле и, конечно же, на ментальном теле. Осознавайте ваш второй центр. Видите, у нас дар секса. Осознавайте ваш второй центр как центр, который позволяет вам раскрывать свои желания в полной степени. То есть, знаете, мы боимся даже мечтать. У нас, по большому счету, бывает нет каких-то мечт, желаний и стремлений. Таких вот зажигательных, знаете, ресурсных мечтаний, которые двигают нас вперед. Попробуйте пожелать и захотеть быть счастливыми. Пожелайте и захотите сейчас быть здоровыми. Притяните к себе это, позвольте себе такими быть. Когда вы желаете, допустим, что-то съесть или выпить, вы просто идете на кухню, берете и едите или пьете. Сделайте ваше желание простым, обычным, понятным. Если вы хотите быть здоровыми, просто будьте здоровыми. Счастливыми, станьте счастливыми. Причем не когда-нибудь, не в процессе какого-то сложного эволюционного процесса. Попробуйте взять это и сделать прямо сейчас. И высшие силы сейчас говорят нам такую фразу. Вы можете сейчас научиться такому, знаете, искусству быть счастливыми в моменте здесь и сейчас. И не откладывайте на потом этот момент. Попробуйте ощутить счастье прямо здесь. Попробуйте понять, что вы находитесь в том моменте, изумительном ресурсном моменте, который может дать вам абсолютно все. Понимаете, насыщаетесь. Вот здесь вот видите, у нас кубок чаш перевернутый. Когда мы в таком состоянии, мы не способны вобрать ресурс, который идет к нам из Вселенной каждую секунду, каждый момент нашей жизни. Сейчас он тоже идет. Подставляйте ваши ладошки, подставляйте ваши сердца, наполняйтесь, исцеляйтесь, просите и получайте то, что вы хотите. Это так просто. Просто озвучьте, просто скажите, что вам необходимо, чтобы ощутить эту полноту. Напишите, пожалуйста, в чате, что вы ощущаете, как вы сейчас ощущаете процесс исцеления. Не забудьте поставить лайк под этим видео, потому что это очень серьезный момент целительства, который я от души дарю вам, для того, чтобы вы ощутили вместе со мной счастье, любовь и соприкосновение с такой великой мистикой, да, творения в данном моменте, здесь и сейчас. Балансировка энергий продолжается. Диана пишет, у меня ощущение кокона из теплой дымки.
И начался процесс трансформации по смерти. Вот то, что нам говорили, что вы можете переработать свой опыт и трансформировать. Но для этого вам нужно уйти в особое состояние. Вот то, что сейчас Диана испытывает, это как раз оно. Ощущение кокона из теплой дымки. Очень интересное сравнение. Виктория пишет: легкость, умиротворение и надежда на то, что все сбудется. С одной поправочкой, что все уже у вас есть. Это нужно просто раскрыть и осознать. Виктория, вы большая молодец. Легкость, умиротворение и надежда – это прекрасное состояние. Просто позвольте этому быть прямо здесь. Не понимаете, когда мы переносим акцент внимания в будущее, мы лишаемся наслаждения в настоящем. И к тому же мы отделяем себя от нашей мечты. Позвольте этому быть прямо здесь. Так, идет процесс балансировки. Я пропускаю энергии до самых кончиков ног. Поток уходит в Землю. Мы соединяемся с нашей планетой. Мы с ней одна система. Поток уходит из высшего центра вверх, в космос. Мы соединяемся со Вселенной через сознание нашего Солнца. Это тоже очень важно понимать. Недаром у нас столько солнечных культов на планете, да, потому что сознание нашего Солнца – это такой переходной, перевалочный пункт нашего общения со Вселенной. Такой серьезный сервер компьютерный, да, там находится на Солнце. Поэтому если вы хотите удлинить проводники вашего сознания, сонастраивайтесь с Солнцем. Это очень хорошая практика. Смотрите, аркан мастера, какой нам выпал, замечательный. Итак, мы находимся, смотрите, в моменте здесь и сейчас. Это аркан от мгновения к мгновению. То есть, видите, то, о чем я вам говорила. Живите в моменте. Поставили ножку, ощутите, как вы ее поставили. Переносите ножку и ставите следующую. И ощущаете, как вы ее ставите. И каждый ваш шаг благословлен. Он благословлен Вселенной, понимаете? Мы здесь для того, чтобы идти вперед и всегда жить в моменте. Аркан мастера тоже об этом говорит. А вот замечательный аркан понимания, который говорит о том, что вы можете осознавать себя в моменте благодаря родственным душам. То есть, если вы чего-то не понимаете, найдите просто единомышленников, тех, кто прошел уже этот путь, и они отзеркалят вам ваш посыл, они дадут вам обратную связь. Вот как важно общение с родственными душами. Празднование, праздник, ощущение единения, счастья. Мы тоже и всегда это испытываем рядом с родственными душами. Бывает, знаете как, когда находишься один, ты не можешь прочувствовать эту радость, да, а как только ты встречаешься с родственной душой, сразу такие энергии появляются, легкие, радостные, праздничные. Для меня каждый выход в эфир – это радость, это праздник. И я благодарю сейчас Вселенную за то, что я здесь и сейчас нахожусь вместе с вами, а вы со мной. Ну что ж, замечательный у нас получается эфир. И давайте мы сейчас возьмем исцеляющие руны для того, чтобы закрепиться вот в этом состоянии, на новом уровне, в этом обновленном, возрожденном состоянии. Я прошу руны исцеления. Диана пишет: было ощущение, что хочу спать, а сейчас чувствую пробуждение. Да, потому что сеанс подходит к концу. Я вывожу вас из состояния уже погруженности. Это такая медитация, ченнелинг. У нас прошла балансировка энергий. Диана хорошо очень меня чувствует. Мы с Дианой много раз принимали участие в совместных практиках на местах силы. И поэтому, конечно же, вы молодцы большие, вы поучаствовали в этой практике. Так, Борис пишет: да, в нашем сердце, в Муладхаре соединяются эти потоки, соединяются, и в той точке присутствия они соединяются. И ведь из этой точки свет, наверное, из этой точки заливает все пространство.
Да, замечательное ощущение у Бориса. То есть, да, я поняла, что анахата, а не муладхара. Да, я поняла, что речь идет об анахате. Здесь идет ощущение вот именно, когда ты наполнился, да, и тебе хочется отдавать, делиться, да. Вот ты идешь в это взаимодействие с другими людьми. Как прекрасно, как мы высоко приподняли наши энергии. Вот такой у нас получился замечательный эфир. Давайте закрепимся на этой высокой ноте. Очень хорошо. Эйвас. И Кана. Вот он как раз состояние здесь и сейчас, очень ресурсное состояние. Именно в этом состоянии мы способны творить, любить, помогать людям. Потому что Кана – это когда мы отдаем, а Эйвас – это состояние присутствия и мощного соединения как с планетой, так и с высшими силами. Ощущение момента, да, очень сбалансированы наши энергии. Эйвас – это замечательный баланс. Это наподобие аркана умеренность, например, да. Если взять Кана, это чудесная руна раскрытия вашего потенциала. Как только вы находитесь в балансе, вы сразу находитесь в ресурсе. Если вы отсутствие, да, чувствуете какой-то ресурс, а вам не хочется общаться ни с кем, ничего делать вам не хочется, это значит просто вы не в балансе. Посмотрите это видео еще раз, пройдите в баланс, и у вас все получится. Ну вот, начинали мы с Альгиз, и вот он наш Альгиз, и вонья радость, состояние мощной эмоциональной наполненности и благодарности за это высшим силам, нашим учителям. Поток нас исцеляет. Посмотрите, какой замечательный гармоничный став у нас получился. Вы можете зафиксировать этот став, написать его карандашом в каком-то блокноте, пожелать себе, планете, всех благ, поблагодарить за все. Этот став будет работать. Замечательный став для раскрытия вашего потенциала и балансировки вашего эмоционального тела, для раскрытия анахаты, пробуждения высших проводников сознания. Я благодарю вас всех за внимание, и я очень счастлива, что вы все пришли ко мне на этот эфир. Обещаю, буду выходить почаще теперь в эфир, потому что очень мощная была подготовка для нашей поездки по местам силы. Мы ездили в Турцию, я вам уже говорила, а сейчас готовится Грузия. И сегодня, если есть желание, приглашаю вас на конференцию, посвященную нашей поездке в Турции. Чтобы попасть на конференцию, просто напишите мне лично. Я благодарю вас, дорогие родственные души. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.